Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitri's position against the Horde. Слушайте меня, не празднуйте, наступаем! Готовы будете, воины! Долг есть бремя. Приготовьте, все купно. Приготовляйтесь, поведу вы. Приготовляйтесь. Готовы будете. Идти надо по скору, таков наказ есть. Сейчас. Подаете поручение. Войни, накружьте. Приготовляйтесь. Идти надо по скору, таков наказ. Приготовляйтесь. Идем в ход. Выступайте доблестно, воини. Живу службы ради. Исполнено будет. Служите ради. Исполнено будет. Dmitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Выступайте, слушайте. Идти надо по скору, таков наказ есть. Восстанете, воини. Приготовляйте. Идем, воини. Приготовляйте. Живу службы ради. Воини, наказ будет исполнено. Слушаюсь. Идем, все купно. Сейчас. Приготовьте. Восстанете, воини.
Выступайте доблестно. Приготовьте. Не празднуйте. Наступаем. Сейчас. Войн, идем. Все купно. Приготовляйтесь. Служите, рад, если. Приготовлять будет исполнено. Приготовляйтесь, воини. Слушай, идем, воини. Готовы будете, воини. Поведу вы. Воини, наказы дружно. Готовы будете, воини. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь, наказы. Слушайте меня, воин. Мирно! Восстанете, воини. Слушайте меня, воин. Воини, наказы. Яко прикажете. Приготовляйтесь, воини. Идти надобно поскору. Таков наказ есть. Исполнено будет. Приготовляйтесь, приготовляйтесь. Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Сейчас. Приготовляйтесь, наказы. Приготовляйтесь, воини. Выступайте доблестно, воини. Слушайте меня, воин. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Выступайте доблестно, воини. Восстанете, воини. Воини, наказы слушайте. Приготовляйтесь, наказы исполнены. Противный! Близ стоит! Поведу. Сейчас. Исполнено будет. Служите, братья. Оружие готово. Слушайте меня, воини. Выступайте доблестно, воини. Восстанете, воини. Оружие готово есть. Отправляйте разумно. Готовы будете, воини. Живу The службы. Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Восстанете, воини. Выступайте доблестно, воини. Идти надо на поскору. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri should he need to fall back from the northern fords. Приготовляйтесь. Время. Живу службы ради. Приготовляйтесь, наказ. Сейчас. Приготовляй. Поведу вы. Служите. Слушать не прав. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Оружие готово. Идем. Отправляйте разумно. Я прикажете. Идем, воины. Восстанете, воини. Поведу вы. Да будут... Приготовляйте. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Готовы будет. Какой наказ есть? Повинуюсь, сесть. Направ время. Послушай, исполнено будет. Готовы будете, воини. Долг несть. Вой, приготовляйтесь, наказы. Идем. Приготовляйтесь, воини. Время действовать. Восстанете, воини. Воини, наказы слушайте. Приготовляйтесь.
Слушайте меня сейчас. Dmitry and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Готовы будете, воины? Поведу вы. Восстаньте, воины. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Идем, воины. Идем. Приготовляйтесь, воины. Готовим. Братья, приказ новый! Приготовьте, празднуйте. Наступаем. Слушайте меня, воины. Время действовать. Воины, наказ. Яку прикажет. Куда стрелять? Воины, наказы слушайте. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Приготовляйтесь. Будет исполнено. Приготовьте. Служите, рад я. Напряг. Ворог ожидает. Не двигайтесь. Слушайте, нуждаются хлеб. Приготовляйтесь. Идти надо на подход. In planning to face the horde, Dmitry had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Готов. Наказывайте. Время действовать. Повелевайте! Готов поведуюсь опасно! Наказывайте! Повелевайте! Как накажете? Сделано будет! Наказывайте! The two great armies clashed in the fog, but Dmitry's men stood firm. With the terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Двигайтесь надо! Сделано будет! Наказ слушаюсь! Сей латницы готовы суть. Приготовляйтесь. Латницы, наступайте, латницы, смелее. Приготовляйтесь. Слушаюсь. Не празднуйте. Сила, наступайте, латницы, смелее.
Повели вам сделано будет! Как накажете? Одевайте! Братья! Двигайтесь! Латницы смели и готови суть. Приготовьте латницы. Повелевайте! Долг есть бремя. Бой будет исполнено. Латницы, на коней садитесь. Слушайте, празднуйте. Строй держите латницы. Приготовляйтесь, а На как Анаси! Латниц, уже власть. Приготовляйтесь. Восстанете. Ступайте, латницы смели. Слушайте меня. Держите латницы. Латницы смели готовятся. Держите латницы. In desperation, Dmitri called in the cavalry force, even though they were not yet at full strength. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitri ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Латницы наказа ожидают. Уже власть. Анаси! Послушать. Слушаюся! Все строй держите латницы. Латницы. Приготовляйтесь. Повелевайте! Повелевайте! Слушайте меня. Приготовляйтесь. Латницы. Так накажете! Латницы. Бой, яку прикажете. Приготовление. Все купно. Идем, воины. Все исполнено будет. Латницы наказа ожидают. Воины, наказы слушайте. Наказывайте! Все латницы. Слушайте меня. Поспешите. Путь надобное. Братья! Латницы смели и на коней латницы. Приготовление. Все купно. Латнейся. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Приготовляйте. Идем, воины. Повелевайте! Слушайте меня. Слушаюсь. Сейчас. Так сделано! Латницы. Стойте, празднуйте. Наступаем. Приготовь. Идем, воин. Все живу службы ради. Уже блази, напряжь. Долг несть. Войни. Руждай. Приготовь. Силу наступайте, латницы смели. Слушайте меня. Отстрой, держите латницы. Приготовляйтесь.
the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Послушание есть добродетель. Стоять надо. Какой наклоннице? Приготовляйтесь, она... Что велите? Подните наказы ожидают. Наступайте, ласть. Слушайте. Так, братья, Подницы с переливайте. Анаси, выступайте надо. Сейчас. Поднят тронь. Не празднуйте. Наказывайте. Сил долг есть время. Войни. Поднят, слушайте. Сейчас. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way, forging a military culture that was a unique blend of West and East.